Отца и Сына и Святого Духа, благовествуй земле радость верию, хвалите небеса Божию славу. Чувствуется радость Благовещения не только здесь на земле, но и в небесном Царстве. И ангелы сорадуются с людьми. И действительно, объединение неба с землей происходит именно в этот момент. В этот момент, когда Архангел Гавриил сказал Пресвятой Богородице: Дух Святый нами просят, и сила Вышнего осенит тебя. И она зачала в этот момент Спасителя мира, которого ждали веками, избранный народ Господень. И мы, будучи сыновьями и я, то есть как? Ведь Господь с креста установил всех нас ей, когда Он обратился, обеспечив ее своему любимому ученику, сказав ему: «Все мать твоя». И той сказал: «И все сын твой». И с этого момента взял этот апостол и обеспечил Пресвятую Богородицу до конца своих дней на земле. И этим самым Господь установил каждого из нас ей. Итак, мы должны прочувствовать именно эту радость и вместе встать с Архангелом Гавриилом и обратиться к ней и сказать: «Радуйся, благодатная, с тобою Господь». Если Он с тобой, то значит Он и с нами. И мы должны эту радость прочувствовать на глубине души. И если нет у нас этой радости, если нет этих чувств у нас, тогда наши сердца окаменели, мы охладели духом, любви у нас нет, сочувствия у нас нет. И, конечно, раз этого нет у нас ни христианства, ни спасения. Но этого не будет в нас. Подумаем, на самом деле, какой ужас был бы, если кто-то вдруг заключил бы нас в плен, бросил в комнату окованными в темноту и сказал, что вы здесь будете, пока кто-то не придет за вами. А когда кто-то будет за человек, неизвестно. Но Господь все-таки определил момент избавления народа, сидящего во тьме, и семи смерти сидящие. И действительно, как можно описать ту радость, которую они почувствовали, когда они слышали, что воплотился Сын Божий, тот, который должен просветить эту тьму, открыть двери этого ада и выпустить их. И мы должны сочувствовать такой радости, зная, что это избавление исследует и нам, которые живут за Христом. И опять-таки мы понимаем значение этой радости теперь. И вот это является преддверием той радости, которую мы празднуем Рождество Христово. И как раз сегодня и завтра празднуем также преддверие той великой радости воскресения Христова. Но между первым и вторым большая пропасть. И много чего приходится нам пережить. И действительно, несмотря на то, что мы теперь радуемся, завтра будем кричать: «А сам Вышний благословен гряды во имя Господня», зная, что через неделю будем праздновать даже больше этого. Но в промежутке этого времени нужно пройти именно причину этой радости. И если мы не сможем сочувствовать этой радости Пречистой Богородице, когда Архангел Гавриил возвестил ей об этом, тогда как мы сможем прочувствовать, или вернее сказать, сочувствовать нашему Спасителю в дни его страдания, которые Он претерпел нас ради человека и наш ради спасения. Раз сегодняшняя радость является преддверием будущей радости Господней, и много чего еще потребуется до этого дня, так пусть это и послужит и нам преддверием той радости, которую и мы будем ожидать в конце нашей земной жизни, зная, что Господь совоскрешает каждого из нас с собой.
Но перед тем, как дойти до этого, еще много чего нужно нам сделать. И принесем и мы жертву любви к Господу, молитвами Всепречистой Своей Матери, Матери нашей, которую мы говорим ныне: и радуйся, но и молись за нас грешных, чтобы нам радоваться вечно в небесном Царстве Сына Твоего. What a great joy to celebrate two pivotal events in human history together in one feast day. Because indeed, both of these are foreshadowing of greater joys yet to come. When the archangel said to the Blessed Virgin that, "Rejoice, for you are blessed among women, blessed is the fruit of thy womb, that you will bear a son, and that he will be great, and his kingdom shall have no end." Then indeed it was the beginning, it was the foreshadowing of a greater joy of that moment when he would indeed be born into the world and shed his light upon those sitting in darkness and in the shadow of death. And they sat in that darkness and the shadow of death for centuries. Imagine the joy they felt at hearing that the time of their freedom, their time of their salvation has been marked, has been set. And so it is with us today, as we celebrate not only the coming of our Lord in the flesh, but the reason for which he came in the flesh. For today's resurrection of Lazarus, who lay dead in the tomb for 4 days, is a foreshadowing of the general resurrection. The resurrection not only of our Lord, but of all of mankind, through his divine strength, through his divine grace, through his divine love and mercy. And yet, while we celebrate these joyous days today and tomorrow, we will celebrate even more so in a week's time, when we celebrate his bright resurrection. But what lies between these 2 days is a great path. And it is here where we must recognize the entire meaning of all of these pivotal events in our history. How they all come together now. The Annunciation of the Mother of God, the coming of the Messiah, the birth of Christ, which we celebrated a few months back. Now his ministry, his final ministry in Jerusalem, his suffering and death on the cross, and his bright resurrection. To fulfill all that which was required for the sake of our salvation. And we must not merely consider this. We must not merely understand this rationally or intellectually. We begin there. But we must end with a true spiritual, not really understanding, but spirit of co-suffering and compassion. The word compassion, to share in his passions, which he suffered for the sake of my salvation. And this must be understood in these bright celebratory days, knowing what lies ahead. And so it must be with each and every one of us. As we too celebrate this resurrection of our Lord, we too celebrate our own future resurrection. But before that time comes, we must make ourselves worthy of it. And we too must travel a difficult path, taking up our cross and following his lead in everything that he showed us and demonstrated to us. Let us do so, fully now inspired by this joy, by this promise of grace yet to come for us, if we indeed follow in diligence. As both Martha and Mary said to the Lord today in the Gospel reading, that if you would have been here, Lord, my brother would not have died. And yet Martha continued and said, but even now, I know that anything you ask of, the Lord will be given to you. Because you are the Christ, the Son of God, come into the world to save us. And if we too can find such faith and such dedication as these two sisters had, we too can see great things in our earthly life, and indeed rejoice together with the Mother of God and all those who have pleased him throughout the ages, for the ages yet to come, when our resurrection comes, having followed him and his divine example. Аминь. Благословение Господне на вас, благодать